Здравствуйте, дорогие зрители, коллеги! Сегодня я хочу вам показать, как связать V-образную или треугольную горловину и в дальнейшем, как вязать росток для треугольной горловины в реглане сверху. Вот здесь вот кофточка связана, безрукавочка связана треугольным вырезом горловины. Вот наша горловина. Сейчас имеется резиночка 1 на 1. И при такой горловине обязательно, особенно для детей, очень удобно будет, что вы шанс у вас будет больше, чтобы голова спокойно проходит через этой горловиной. Вот, поэтому для детей связать вот таком V-образном горловине очень удобно. И давайте я вам покажу на практике. Значит, чтобы вязать треугольную горловину, мы обязательно сперва возьмем размеры. Замеры вот в таком виде мы себе мерим, какую глубину мы хотим мерить. Вот так мы мерим и обязательно через нашу окружность головы так мерим и вот так сперва замеряем, возьмем наши замеры. Например, у нас идет 42 сантиметра. Чтобы 42 сантиметра горловину начать связать, мы обязательно сперва свяжем резинку 1 на 1 именно на такой спице, которую мы выбирали. Насчет этого у меня есть видео, можете там посмотреть поподробнее, но сейчас я вам коротко еще раз я вам расскажу. Значит, вот у меня на руках образец на 30 петель. 30 петель у нас, когда мы так измеряем, вот одну мерку мы так поставим и немножко тянем, потому что это у нас резиночка. Когда тянем, и у нас другая сторона, мы меркой вот так определяем. И вот это мы мерим. Когда мерим, у нас, например, получается 12 сантиметров. 12,5, почти 13 сантиметров. Значит, 30 петель у нас получается 13 сантиметров. В 1 сантиметре сколько петель? Мы сперва плотность по ширине должны определять. И у нас x равняется по пропорции, у нас чисто арифметически, когда посчитаем, значит 30 умножаем на 1 и делим на 13. Это у нас получится 2,3 петель. Это у нас, значит, будет в 1 сантиметре сколько петель. Теперь нам нужен, значит, мы окружность шеи определили, вот здесь мерили. У нас получилось 42 сантиметра. Значит, мы это умножаем 2 на 3 целых. Вот это плотность по ширине. И у нас получится 96 петель. Значит, мы должны начинать вязать горловины. Набор петель 96 петель. И набор петель я сделала отдельное видео. По этому видео вы посмотрите. И там показано на практике, как набирать петель. И там при круговом вязке.
Сейчас я вам покажу уже на новое. У меня набиралось первые ряды. Вот у меня сейчас 96 петель. У нас разделены на носочные спицы. Спицы у нас будет 3, а мы кофточку, тело кофточку мы хотим связать на спице 4. Мы одну размер меньше берем, когда мы начинаем горловину. Вот мы набор делали. И самое последнее у нас одна петля больше мы берем, не 96, а мы берем 97. И самую последнюю петлю, вот это самую последнюю петлю у нас вот здесь, так была петля, вот так, 97-я. Теперь мы проведем ее вот эту спицу, нашу левую спицу. И присоединяем его с первой петлей. Так, присоединяем. Только здесь обязательно посмотрите, чтобы у вас другие петли на других спицах не скручивались, чтобы все лежали правильно. Вот мы последнюю и первую петлю вместе брали. Теперь мы начинаем резиночку. Вот первая петля у нас лицевая, вторая петля у нас будет изнаночная. И лицевая, изнаночная петля у нас вот так будет чередовать. Мы уже начали свою резиночку. Теперь мы сейчас начинаем вязать нашу треугольную горловину. Треугольная горловина у нас вот так пойдет. Вот у нас здесь должно быть вот так треугольная. Вот. А мы здесь находимся вот здесь. У нас начало вязания и конец вязания. И когда мы вяжем треугольную горловину, обязательно вот здесь имеем такие процедуры, которые нам необходимо. Вот когда мы так вяжем, да, вот так определенную ширину нашей горловины, и у нас одна петля у нас останется, и вот так у нас должен получаться треугольная форма вот здесь, вот спереди. Вот это, как мы вот это образуем, я вам на практике покажу. Вот это место, когда в крупном плане вам показать, сейчас объясню теоретически. Вот у нас как получится. Вот треугольное место нашей горловины. И мы уже треугольное вязали. Да? Вот это у нас, вот в крупном плане, вот это я вам сейчас покажу. Вот здесь у нас одна петля идет, когда вяжем. И в втором ряду мы обязательно добавляем накиды. Вот это у нас перед накидная петля. Вот так вяжется, идет прямо. Вот так идет, мы вяжем. Значит, в следующем втором ряду мы берем накиды с обеих сторон. И в следующий раз мы его вот так вяжем. В третьем ряду. В четвертом ряду опять мы берем накиды. На пятом ряду опять мы эти накиды провязываем. В следующем ряду опять мы берем накиды с обеих сторон. И в следующий раз опять мы эти накиды провязываем. И опять накиды и провязываем. Вот таким образом мы здесь образуем уголь. Вот этот уголь добавочно мы создадим, образуем, и у нас получится вот здесь треугольная
вырез, треугольный вырез горловины. Поэтому, когда посмотрите, смотря на ширину нашей горловины, сколько раз мы добавляем. Бывает 3 раза, вот 3 накида брали, добавили и достаточно. Иногда бывает 4 раза добавлять придется. Иногда придется 5 или 6, смотря на ширину нашу горловину. В моем случае сейчас мы добавим с обеих сторон 3 раза накидами, и у нас будет достаточно. Вот в этой кофточке у нас вот так связано. Вот. Вот треугольная. И вот здесь вот срединная линия. И вот видите, здесь вот так посмотрите. Вот так идут добавление накиды и связано с резинкой. Когда первый накид добавили, связали лицевыми и продолжили. Следующий взяли накид, связали изнаночными петлями, изнаночные пошли. Опять вот лицевой пошли. И вот так здесь получится как будто резиночка. И у нас вот этот угол мы так образуем. Вот это сейчас я на практике покажу. Сперва мы определим вот эту срединную линию. Вот мы сейчас находимся вот здесь. У нас начало нити. И мы начинаем вязать. И серединную, значит, если у нас 96 петель, когда делим на 2, будет 48. 49 петля у нас будет серединная петля. Мы обязательно это место поставим маркировку. Маркировку мы поставим с другой нитью, чтобы отделилось отдельно это место, чтобы у нас, чтобы не путать в дальнейшем. И маркировку мы поставим белой нитью. Теперь мы начинаем вязать. Вот. Уже второй ряд мы начали. Когда вот до сюда, когда я приду, я вам покажу на практике. Вот мы начали вязать нашу резиночку. И считаем, сколько петель. Потому что 49-ю петлю мы должны поставить маркировку. Это у нас будет срединная петля. Вот 48. И 49-й обязательно. Эта петля у нас должна быть лицевая петля. Вот здесь, значит, мы берем накид. И обязательно поставим маркировку. Вот. И у нас вот серединная линия обязательно лицевая будет. И обязательно накид после серединной линии. И начинаем мы вязать. У нас идет следующая изнаночная петля. И продолжим вязать по кругу. Напомню, мы сейчас вяжем треугольные горловины, реглан сверху. Сейчас начали оформлять наше треугольное место горловину, треугольный вырез. Вот мы уже доходим до начала ряда, уже конец ряда мы уже провязываем. Вот 2 петли остались. Вот конец ряда. У нас вот хвостик нитки видно. Вот по этой
Хвостиком я узнаем, что у нас теперь начинается новый ряд, третий ряд нашей горловины. Вот, значит, 96 петель всего. У нас этой стороне было 48. Одну петлю мы взяли. Этой стороне 48, этой стороне у нас 47, кроме вот этой срединной линии. Всего у нас будет 96 петель. А серединная у нас, вот эта серединная линия, это серединная петля, у нас 49 петля. Вот когда мы так доходим, у нас вот после маркировки, вот у нас 49 обязательно лицевая должна быть, лицевая петля, 49. Вокруг него мы взяли 2 накиды. Теперь я вам покажу на третьем ряду, как мы провязываем вот эти накиды. Вот мы дошли до середины петли, до накида. Теперь вот это накид, вот это предыдущая у нас петля изнаночная, вот. Значит, мы вот эту петлю берем лицевой. Для этого, значит, мы вот эту петлю, чтобы дырка не образовалась, берем вот скрещивая вот так левую стеночку петли, вот так скрещиваем и провязываем лицевыми петлями. Тогда у нас здесь не будет образоваться дырочка. И маркировку берем. После маркировки у нас идет серединная петля лицевая. Вот берем. Теперь опять у нас после серединной петли опять накид. Мы опять вот этот накид берем лицевыми петлями, потому что после нее вот эта петля следующая тоже изнаночная петля. Значит, чтобы ряд резинка у нас пошло правильно, мы вот это скрещивая опять возьмем лицевые петли. У нас опять пойдут уже наша резиночка 1 на 1. Мы так продолжим вязать. И мы уже вяжем сейчас третий ряд. Уже вот так вяжем, уже доходим до нашего конец ряда. И мы вяжем на спице 3. А мы планировали вязать тело нашу кофточку спицами 4. Когда мы уже 3 ряда вяжем, или 4 ряда, или 3 ряда, мы уже поменяем наши спицы 1 размер больше на спицу 4. И продолжим, когда вот сюда дойдем, мы начинаем поменять наши спицы, размер спицы, и продолжим опять вязать. И мы с вами встретимся опять вот здесь. Когда я дохожу до сюда, я вам опять покажу, как в дальнейшем вязать. Вот, друзья, мы поменяли спицы, уже провязывали четвертый круг, начали 4-й ряд. И вот мы дошли опять до середины петли. Вот у нас серединная петля после маркировки. Мы опять берем накиды. Опять вот у нас лицевая серединная петля. После нее опять накид. Значит, с обеих сторон мы опять берем накиды и продолжим опять вязать. Резина 1 на 1 на спице 4. Это у нас 4-й ряд. Мы уже опять идем дальше. Вот, дорогие друзья, мы опять провязали по кругу. Уже начали 5-й ряд и дошли опять до середины линии.
И опять до накидов. Теперь перед накидом у нас петля лицевая. Значит, мы накид берем изнаночными петлями. Для этого, значит, мы опять скрещиваем нашу петлечку и берем петлю изнаночную. У нас средняя лицевая петля, и после средней линии опять у нас накида мы берем изнаночно. Скрещивая наши петли, берем изнаночную, следующая петля у нас лицевая. Опять мы продолжим вязать. Значит, у нас сейчас здесь добавилось 2 накида, 2 петли. Мы в следующий раз, опять когда вокруг идем, вяжем, провязываем, вяжем. И здесь, возле нашей срединной линии, опять повторяем, вот так добавлять накиды с обеих сторон. И давайте свяжемся самостоятельно и встретимся опять вот здесь. Вот, друзья, опять мы дошли, сделали круг наше вязание, начали с 6 ряд и пришли опять до средней нашей линии. Опять берем 3 накид, 3 раза. Вот мы здесь 2 раза взяли, теперь 3 накид. Опять у нас средняя лицевая петля, опять накид. Опять мы продолжим вязать. И провяжем самостоятельно так по кругу. И опять, когда дойдем до сюда, я вам еще продолжу показать. Начали вот 7 ряд. Уже дошли опять до срединной петли. И вот у нас накиды. Теперь, значит, передняя петля у нас изнаночная. Теперь мы вот эту петлю накиды берем, скрещивая лицевыми петлями. Провязали. Теперь после маркировки у нас срединная лицевая петля. И после средней линии опять у нас накид. Опять берем, провяжем лицевыми петлями, скрещиваем. У нас дальше идет опять резиночка, изнаночная петля с лицевыми петлями чередуются. Вот так мы продолжим вязать. И до конца ряда. Вот, друзья, мы закончили 7 ряд. И наша ширина горловины тоже уже в достаточном размере. Мы уже сейчас закончили горловину. И мы здесь оформляли наш угол горловины. У нас вырез получился треугольный. И у нас, сейчас я покажу вам, как получился наш вырез треугольной горловины. Вот у нас серединная линия. Вот у нас треугольная горловина. Вот так у нас получилось. Вот видно, да? Так, еще раз я вам конкретно покажу, как у нас треугольная горловина у нас приготовилась. Вот видите, мы здесь вот так расширяли, и у нас получился вот так треугольный вырез горловины. Вот так мы вяжем. В второй части нашего видео я вам покажу, как
связать росток при треугольном вырезе горловины. Реглане сверху.